А знали ли вы о том, что такая известная игра от компании Nintendo с жанром RPG как Earthbound, известная в Японии как Mother, вдохновила не только Тоби Фокса, инди-разработчика игры Undertale и Deltarune на создание собственных проектов с почти примерно подобным содержанием? Дело в том, что где-то в 2014 году тоже была выпущена кампания на Kickstarter на разработку игры о море под руководством художника, именуемого Omo-Cat. Она также оставила немалый след для геймеров, несмотря на очень долгое и продолжительное производство со множеством изменений, затянувшееся на целых 6,5 лет. И разумеется, раннеры тоже заинтересованы в скоростном прохождении о море, поскольку у данной игры существует ряд багов и гличей, некоторые из которых сами бегуны не в силах до конца объяснить. Всем доброго времени суток, а мы с вами начинаем видео спидран о море в деталях. Просьба досмотреть до конца. А пока ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы увидеть еще больше видео. Плюс не забудьте нажать на кнопку поделиться. Это также помогает продвижению на ютубе. Кстати, в конце данного видео у меня будет к вам важное объявление. Так что, пожалуйста, досмотрите до конца, договорились? Давайте начнем. Данная игра создана на известном для многих движке RPG Maker. Однако о море планировалось выйти в качестве графической новеллы, но разработчики решили дать игрокам шанс выбирать историю так, как бы они сочли нужным. Даже несмотря на то, что за самый короткий срок игра набрала достаточное количество денег для дальнейшей разработки, время на ее производство то ли к сожалению, то ли к счастью оставляло желать лучшего. Для начала разработчики хотели выпустить о море на портативную игровую консоль Nintendo 3DS, но, увы, компания-собственница прекратила выпуск данной приставки, а следовательно смысла релиза для нее не было и разработка затянулась. Для того, чтобы не подвести своих донатеров и продолжить производство, Omo-Cat нанял несколько людей в команду и эксперта по игровому движку RPG Maker. Во время работы пришлось улучшить графику, сюжет, а также геймплей. Даже когда средства от пожертвований подходили к концу, разработчики продолжали работать над ней благодаря продажам мерчей. В конце концов, игра вышла на Windows и macOS в Рождество 2020 года. Как вы и просили, начинаем разбор спидрана по игре о море. А теперь давайте перейдем сразу к делу. В спидран.коме по данной игре немало категорий, каждая из них имеет свою подкатегорию. Однако мы, пожалуй, с вами возьмем более простую, поскольку мне вам будет гораздо проще ее объяснить, так как существует Save Warp Glitch, о котором сами спидранеры толком не объяснили ни в Дискорде, ни в своих гайдах. Давайте с вами возьмем категорию Any% и подкатегорию No Save Warp. На данный момент у нее есть VR Holder, который до сих пор держит мировой рекорд на протяжении уже больше 2 месяцев. Это американский раннер Кёши Кадера. Давайте мы с вами начнем разбирать спидран именно с его видео по порядку. Перед тем как начать забег, раннер в общих настройках обязательно включает пропуск текста включенным, текст в сражениях на быстро, а скорость передвижения на бег. Это будет постоянным бонусом для спидранера. А также, как нам показывает, моды на управление в игре мышкой, стабильности работы FPS и лайф-сплита, благодаря которому сплиты в игре сплитятся автоматически при достижении той или иной цели в игре. Плюс имеется в наличии программа Turbo, позволяющая мэшить через игру, нажимая кнопку пробел, а она для забега разрешена. Сразу скажу, что сначала все идет как обычно. Небольшой видеоролик взаимодействия с окружением в белом пространстве, так называется это место, заход в дверь, встречу с друзьями, нахождение игрушки Обри, получение моллюсков от змеи, то есть игровую валюту в мире снов, встреча с сестрой героя Мари, лучшим другом Безилом и игра в прятки. Давайте перемотаем до нужного нам момента. Как выясняется, Безила схватил первый босс в игре, которого, кстати, так и зовут — босс. После диалога начинается драка. Здесь ничего необычного, ходов в битве всего 4 для этого главаря, а раннер на каждом из них использует вариант атака всеми персонажами, но в конце только о море. Босс падает и битва на этом заканчивается. Длительный диалог мы можем спокойно пропустить. Далее раннер направляет героя в сторону почтового ящика, являющийся магазином, дабы вначале его не остановил Безил и не предложил сначала подойти к нему, тем самым сейвя время. Однако после взаимодействия он выходит из диалога и направляется вниз в сторону дома Безила. Перематываем. По пути неизбежно встречается простой противник Крот Росток и уже очередная битва с ним. Как можете заметить, данный Росток светится красной аурой. Дело в том, что в игре существует механика под названием эмоции. Кто в данную игру не играл, показываю изображение, как она работает. Как вы можете заметить, есть спокойствие или neutral, перед которым равны все, а есть радость, которая увеличивает удачу, скорость,
однако понижает шанс попадания, а также злость, повышающая урон, но обратная сторона понижения защиты. И есть грусть, чья защита наоборот выше, но скорость ударов ниже. Также вы видите стрелки, указывающие, какая эмоция сильнее другой. Тут принцип камень, ножницы, бумага. Радость сильнее злости, вторая сильнее грусти, а последняя сильнее первой. Раннер в этом случае прожимает вариант атака всеми героями на росток, чья защита, судя по всему, низкая. И только после очереди Обри ударить, битва заканчивается за один ход. Это наглядный пример работы данной механики игры. Идем дальше и перематываем. Настает теперь следующее сражение уже с другим ростком. В этом случае, как вы видите, желтая аура, радость. Однако, как говорит Хиро, четвертый в команде, есть высокий шанс нанести удар по слабому месту. Тут все так же, как и с предыдущим ростком. От 4 героев атака за один ход, и битва подходит к концу. Перематываем дальше. Очередное столкновение уже со следующим ростком. В этом случае на него действует аура грусти. Значит, нельзя нанести больше урона, ибо защита высокая, так как распределяется на уменьшение жизни и капли сока. Сок здесь играет роль маны для использования тех или иных скиллов. Раннер всеми героями атакует противника, а Келлом пользуется способностью раздражать, которая злит врага, изменяя его эмоции для снижения защиты. Таким образом, Кёши Кадра старается засейвить время. Во втором ходу битва заканчивается уже от удара Амори. Пропускаем ненужные моменты дальше. А теперь на этом самом месте раннер совершает глюк под названием Пикник Скип. В чем заключается его фишка? Данный баг позволяет пропустить диалог Обри, в котором она блокирует игрока, пока тот не поест и не посмотрит кат-сцену. Для скипа делается следующее. Раннер взаимодействует с корзинкой, нажимая «Да», затем удерживает кнопку X, как только начнется кат-сцена, чтобы быстро из нее выйти. А дальше направляется в сторону дома Бейзила, пропуская текстбокс Обри. Перематываем дальше. Раннер идет на столкновение уже со следующим боссом, пожилым ростком. Первая стадия сражения идет лишь 2 хода. На каждый из них для всех героев он ставит защиту. А затем небольшая кат-сцена, в которой Хиро говорит о совместной ультимативной атаке. Кто не в курсе, что это, я объясняю. Внизу появилась полоска коллективной энергии, а также ее количество. Когда один из героев получает урон, то оно увеличивается на 1 раз. Но как только число дойдет до 10, то с помощью Амори раннер дает команду выпустить энергию. На третьем ходу после использования защиты на всех героях Кёши Кадра атакует всеми. Когда настает час Амори, жмет кнопку вниз и активирует ультимативную способность, нанося боссу огромное количество урона, что окончательно его побеждает. Дальнейшие кат-сцены мы спокойно пропускаем. После прихода в дом Бейзила раннер наклеивает фотографии по памяти. Далее очередная кат-сцена, где лучший друг Амори забирает книгу, роняет фотографию, загоняется в ужас и все прерывается. Однако герой до сих пор во сне, но чтобы проснуться... Внимание! Так как это психологический хоррор, включающий в себя такие нехорошие вещи, как self-harm и прочее, что загоняет к фатальности, исходя из правил YouTube, я буду говорить аккуратнее, что сейчас происходит и что будет происходить нечто подобное, но и цензурить по мере надобности. Итак, продолжим. Чтобы проснуться, раннер включает меню, выбирает пырнуть, и происходит то, что может быть, если оставить человека совсем одного с острым предметом в руках. И после этого герой просыпается. Ролик мы, естественно, пропускаем. Оказывается, Амори лишь альтер-эго персонажа по имени Санни, главного героя игры. Пропускаем короткий ролик. Далее Кёши Кадра взаимодействует с телефоном, перематываем текстбоксы, выйдя из комнаты, интерактирует с лестницей, но герой сопротивляется, а затем обратно в кровать. Санни проголодался, поэтому раннер вновь направляет его к лестнице. Затем тот берет нож, а дальше мы перематываем жуткие моменты до столкновения с боссом. В течение первых 5 ходов Кёши Кадра атакует сущность под названием «Что-то», но не наносит ему никакого урона, что по идее так и должно быть. Однако уже на 6-м появляется способность успокоиться, которым затем пользуется раннер, и битва на этом заканчивается. В дальнейшем геймер просто направляет его в сторону кухни, где из холодильника берет холодный стейк и нож со стола, взаимодействует с микроволновкой и начинает трапезу. Ввиду истекшего срока годности, раннер ведет Санни в туалетную комнату, где тот хорошенько провожает испорченное мясо. Как говорится, после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Короткий ролик мы пропускаем и возвращаемся снова в мир грез. Оказавшись во сне, интерактирует с ноутбуком, на котором на наших глазах появляется пазл. Суть в том, что нужно найти подходящие буквы для предложения внизу. Как только игрок соберет достаточное количество именно правильных, то откроется финальная локация. После короткого шума забирает карту мира сна и вновь выходит через дверь. Очередные диалоги с друзьями о решении поиска пропавшего Бейзила мы спокойно пропускаем. На первой же дороге раннер подбирает клавишу A и идет дальше по маленьким красным следам.
и снова пропускаем дальнейшие диалоги. Тут мы перематываем дорогу на пути к дому Бейзила. После недолгого диалога по сюжету ребята собираются искать пропавшего друга в West Forest или в Большом лесу. Пропускаем долгую прогулку обратно, а также недолгую кат-сцену по прибытии. Идя по следам, раннер забирает с арбуза предмет под названием Джакс. Позже объясню, зачем пригодится. С очередного же предмет Sparkler, то есть бенгальский огонь, а с третьего Life Gem, чтобы потом продать две последние и получить больше моллюсков. А затем геймер отправляется в левую сторону. На пирсе по пути он забирает клавишу B и проходит дальше. По ту сторону на суше с арбуза забирает одуванчик и возвращается к Мари. Дальше диалог, в котором говорится о том, чтобы подняться по той самой длинной лестнице, которая ведет дорогу к следующему уровню, находящейся от пня направо. Давайте непосредственно перейдем к ней. Здесь Амори борется со своим страхом высоты и поднимается наверх. Дойдя до вершины уровня, раннер бежит на север, где нам представляется уровень Otherworld или другой мир. Раннер взаимодействует с почтовым ящиком и продает все имеющиеся у себя вещи, стоящие дороже 50 моллюсков. Интерактируя с ним повторно, покупает у него Rubber Band или резинку в количестве 8 штук и завершает сделку. А зачем ему резинки? Скоро я вам это объясню. Далее прогулка в сторону дома, где проживает Космо-парень. Небольшой диалог, в котором речь идет о потерянной аудиокассете, напоминающей ему о его возлюбленной, и получении ключа к свалке. Пропустим все очередные мелочи и перенесемся непосредственно к этой локации. Хочу напомнить и даже сказать тем, кто не в курсе, что у Амори, за которого играет раннер, есть способность вне битвы убирать перед собой мелкие препятствия ножом, как мы можем с вами видеть, откуда он и достает еще дополнительную резинку. После небольшой катсцены мы также можем ознакомиться и со способностью Обри. По сути, в этой игре она является танком, ибо может вне битвы уничтожать перед собой большие объекты в виде этого квадратного мусора, и у нее чуть больше жизни, чем у остальных играбельных героев. Чтобы воспользоваться ее силой, раннер выбирает ее в качестве лидера отряда кнопкой X, разрушает препятствия и идет дальше. Здесь он проделывает те же самые действия, перематываем до нужного, где после взаимодействия Кёши Кадра меняет лидера обратно. А вот здесь раннер продемонстрирует следующий глич под названием Tag Stepping. Данный баг заключается в буферизации меню выбора лидера на input движения, что позволяет пропустить те или иные триггеры событий в игре, активирующиеся при соприкосновении с ними. Чтобы осуществить данный глич, Кёши Кадра подходит к движущейся дорожке и нажимает выбор лидера немножко раньше, чем кнопку направления, и последовательно идет направо. Таким образом, он сейвит гораздо больше времени на диалоги, долгий путь по другой дорожке и так далее. Здесь же он еще раз повторяет данный трюк. Взяв оттуда ключ, он открывает путь к следующей дороге, которая длится дольше, так что спокойно пропускаем. Следующее, что стоит добавить, кто не в курсе об этой игре, так это способность Кела вне битвы бросать мяч с высокой платформы с дальнего расстояния. Таким образом, он тоже умеет уничтожать препятствия на пути, что и можем с вами видеть. Идем дальше. С этого арбуза забирает очередную резинку, попутно выбирая Хиро в качестве лидера отряда, а также забирая еще две в пещере и уже в открытой местности по дороге к Большому Сыру. Диалог и катсцену мы пропускаем до следующего нужного момента. В этой катсцене узнается, что Росток по имени Роза забрала аудиокассету и за ней начинается погоня. Раннер гонится за ней по уже известному направлению, так что можем перемотать уже до битвы со следующим боссом. Как это ни странно, но тут босс — окно загрузки. На босса раннер каждым героем использует предмет резинка. Что эта вещь вообще умеет делать? Использовав на врага, она отнимает у него 50 жизней и уменьшает его защиту. Спрашивается, и что? По статье из Амори Вики данный босс имеет лишь 600 единиц жизни. То есть, чтобы одержать над ним верх, Кёши Кадра использует каждым героем резинку с данным уроном, то бишь 4 раза за ход, что наносит ему 200 урона. Таким образом, за 3 хода раннер побеждает окно загрузки и битва на этом заканчивается. Очередной диалог, выход из локации свалка и кат-сцену с Плутона мы благополучно можем пропустить. После того, как их новый друг отвез ребят обратно к месту пикника с Мари, раннер теперь здесь совершает следующий глич под названием Pluto Wrong Warp. Как здесь поступает Кёши Кадра? После взаимодействия с фиолетовой корзинкой для пикника экран временно погаснет. В это время раннер держит пробел, активируя программу Turbo и мэшит кнопку Z, попутно нажимая левой кнопкой мыши в сторону почтового ящика. Герои во время анимации пикника начинают передвигаться. При взаимодействии с ящиком он специально вышел из меню покупок, пропуская его последний текстбокс.
Затем левой же кнопкой мыши направляется на станцию Pluton Space Line, попутно скипая текст бокса пикника, но не нажимая на турбо, когда Кел говорит о приключениях. Как только все сделано правильно, мы можем увидеть во всплывающем меню Плутона следующую картину. У нас появляется выбор Buy, Sell, Leave, Yes, No, Otherworld и так далее. То есть варианты выбора ящика перенеслись тем самым на варианты Плутона. Спрашивается, но что это дает? Дело в том, что такой баг открывает телепортацию на еще не открытые уровни. Buy — это лес светлячков, Sell — глубокий колодец, Leave — снежная гора, Yes — это тоже другой мир, Otherworld, а No — оранжевый оазис. И раннер выбирает Buy, то есть лес светлячков. Вопрос, а как это вообще случилось? Для этого мне пришлось зайти в Discord и задать вопрос. Пользователь ThePotato666 рассказал, что если выбор прерывается другим текстбоксом, то хранится до тех пор, пока не появится следующий выбор. В случае с Pluto-Wrong-варпами и выбор почтового ящика и станции Плутона хранится и появляется вновь в течение последовательности перемещения. Таким образом, они появляются вместе одновременно. Оказавшись в нужном месте, раннер пропускает текстбокс Плутона, дожидается, пока он исчезнет с экрана перед скипом остального текста. Как только он ушел, мышка передвигает героев в правую сторону, но это еще не все. Теперь начинается еще один диалог, но раннер оставляет текстбокс пикника открытым. Как только Мари исчезнет с поля зрения, геймер очищает текстовое поле, и экран временно гаснет и появляется снова. Глич пока действует, так что раннер снова взаимодействует с почтовым ящиком, купив начос, снова выходит из меню покупок и интерактирует со станцией Pluton Space Line. На этот раз Кёши Кадра выбирает Sell, уровень глубокий колодец, и направляется направо, где катсцена и диалог, который мы пропускаем. Через такси отправляется на локацию Last Resort, последний курорт. Во время работы текстбоксов он должен незамедлительно направляться на север, иначе по окончанию текстового поля произойдет софтлок. Совершая таг-степпинг над триггером, активирующий катсцену, тем самым быстро настигает следующего места пикника. Начинается очередная катсцена с Мари. Как только музыка заканчивается, раннер направляет ребят в казино. Взаимодействуя сначала с игроком за столом, получая халявные 2000 моллюсков, а потом с дилером Кёши Кадра покупают у второго тухлое молоко в количестве 21 штуки. Спрашивается, а зачем? Скоро я вам все объясню. Раннер направляется в мужской туалет, где забирает клавишу P и возвращается назад. Сохранивший прогресс игры через такси возвращается в глубокий колодец. Направляясь налево, как только погаснет экран, раннер иконкой мыши нажмет на то место, где должна быть станция Pluton Space Line. Через нее снова возвращается на локацию другой мир. Отсюда уже он направляется в дом космопарня. Кёши Кадра пропускает кат-сцену и начинает битву с боссом. Итак, здесь раннер совершает следующий глич, который называется Target Glitch. Как он работает? Для начала раннер пользуется скиллом, нацеливается кнопкой Shift на врага, использует на него, затем возвращается обратно в меню действия о море, использует той или предметы, выбирает тухлое молоко и, как можете заметить, без шифта игра автоматически нацелилась на врага. Данный баг действует лишь в старых версиях игры. То же самое проделывает со всеми остальными героями, за исключением Хиро, поскольку он последний, кем действует раннер, поэтому им лишь пользуется только простой атакой. А теперь объясняю, почему здесь понадобилось тухлое молоко. Дело в том, что данный предмет при использовании на врага снимает с него половину хп. Таким образом, за один ход использования тухлого молока дважды полностью отправляет босса в нокаут, и битва на этом заканчивается. Этот долгий диалог с космопарнем мы просто скипаем, а с его кровати забирает клавишу И. Теперь раннер пользуется гличом таг-степпинг перед тем, как полностью спуститься с лестницы, чтобы засейвить время и пропустить кат-сцену с Мари, а дальше спуск вниз. Пользуясь тем же багом, пропускает очередные кат-сцены, направляясь налево. Дальше уже он следует за силуэтом, напоминающим Бейзела, и заходит в сарай. Теперь в следующей комнате он подбирает уже клавишу F, а затем интерактирует с появившимися нотами. Однако, уходя назад, начинается короткая кат-сцена, и герой вновь оказывается в белом пространстве. Опять, как я ранее говорил, чтобы проснуться, раннер выбирает пырнуть, и происходит то, что может быть, если оставить человека совсем одного с острым предметом в руках. И после этого герой просыпается. Ролик мы, естественно, пропускаем. Теперь у нас приключается следующее. Раннер подходит к двери, но отказывается открывать Келлу, а затем возвращает героя обратно в кровать.
После короткого сна раннер взаимодействует со списком мамы Сани, что нужно делать по дому. И начинается уборка комнат и этажей по всему дому, где лежит мусор в виде желтого песка. Как только герой убрался, у него начинает кружиться голова, а сам падает на пол. При пробуждении вновь начинаются кошмары. В другой комнате раннер поднимается вверх по лестнице, а в конце происходит небольшая катсцена и следующая битва с боссом. Кёши Кадра использует способность успокоиться, но несмотря на это сражение продолжается. После 4 ходов бесполезных ударов у раннера появляется способность фокусироваться, которой он под конец пользуется, и битва на этом заканчивается. После сражения вновь отправляется в кровать, а дальше пропускаем ролик. При возвращении в белое пространство Амори снова встречает своих друзей и продолжает поиски Бейзила. Вновь у нас диалог с Мари, в котором речь заходит о западном лесе, куда и направятся герои. Так что пропускаем. Раннер возвращается обратно, где мы видим очередную сцену и столкновение с противниками. Через Амори и Обри он использует предмет Джакс на врагов, Келом способностью отскок, а Хиро простой атакой. Ущерб от данного предмета действует на всех противников и наносит урон в количестве 25 единиц и скилл в том числе, только чуть больше дэмэджа. За один ход битва заканчивается. Пропускаем кат-сцену. Раннер направляется в самый низ, где он взаимодействует со станцией Плутон Space Line, через которую отправляется в лес светлячков. По пути он снова делает трюк тег-степпинг, совершая тем самым босс-скип короля гусениц и добираясь до лестницы. Раннер спускается под землю, где находится деревня Ростков. Дальше делает тот же трюк и направляется в главный зал. Здесь у нас долгая кат-сцена, так что можем спокойно ее пропустить до отключения электричества в помещении. Раннер возвращается обратно и спускается в самый низ, где находится вилка для включения электричества, и вставляет ее обратно. Вернувшись, он поднимается на поверхность, сохраняется и опять же совершает Плуту Ронг Варп, взаимодействие с Плутон Space Line. Кёши Кадр выбирает вариант глубокий колодец и телепортируется в выбранное место. Раннер скипает триггер катсцены встречи с героиней по имени Душечка, с которой по сюжету должна быть битва, и в этом месте мы неожиданно ее встречаем снова. Но так как раннер воспользовался Ронгварпом, это не удивительно. С помощью Хиро и его знакомства с боссом заведения им бесплатно открывают проходы все дальше и дальше. Переключив лидера отряда на Амори, забирает с огромного моллюска клавишу S. Поднимаясь вверх по лестницам, взбирается все глубже глубокого колодца. Пропускаем прогулку до встречи с китом по имени Хамфри. Войдя в него, они оказались в его желудке, являющийся логовом слизевых девушек, с которыми мы с вами столкнемся. Дальше раннер держит свой путь направо. Доплыв до конца, Кёши Кадр взаимодействует с полками колбов. Как только текстбокс исчезает, экран временно гаснет, а герои уже появляются на том месте, где должен быть мост из язычков Хамфри. Однако, как мы видим, раннер все это скипнул. А дальше он чисто проходит путем Out of Bounds, прикоснувшись до триггера перехода к следующей локации. Тут герои должны были плыть по лодке, однако действие глича все еще никуда не делось. Раннер просто продолжает проходить путь дальше. Выгоняя первые язычки Хамфри, в следующий раз раннер воспользуется лодкой и выведет остальных, чтобы создать из них мостик. Доделав, друзья спускаются вниз, где они заходят в дверь с очередной катсценой, которую мы благополучно пропускаем. Выходя через туннель, раннер уже ведет свой путь налево, где его ожидают головоломки, решение которых он уже знает наперед. После них очередная катсцена с участием Душечки и одной из слизевых девушек. Можем спокойно пропустить. Раннер возвращается обратно к Хамфри, откуда уже держит путь на север. На этом месте через Обри, ударяя битые об язычки, раннер открывает себе дорогу, устанавливая для этого себе мосты по пути. Можем эти моменты быстренько перемотать. Пользуясь трюком тег-степпинг, он минует кат-сцены, особенно те, что находятся на следующей сцене. Это делается для того, чтобы пропустить сцену с монстром из колбы, который может преследовать героев при активации триггера. После этого момента здесь он делает то же самое, ибо может появиться очередная кат-сцена. Тут у нас очередная сцена с Душечкой, уже в третьей на этот раз лаборатории. Спокойно можем пропустить. Выходя из этого места, раннер отдает Хамфри слайм-карту и открывает героям проход, где их ожидает основной босс после длительной катсцены, которую пропускает Кёши Кадра. Кто уже догадался, чем это все закончится, то вы верно подумали. Раннер вновь дважды использует тухлое молоко, что полностью добивает слизевых девушек, и битва на этом заканчивается. Однако напряжение все еще накаляется, ибо это не единственный босс данной локации, с которым придется столкнуться. Стараясь убежать, героям на этот раз придется сразиться с голодным Хамфри, которого давненько так не кормили.
Раннер скипает кат-сцену и битва начинается. Все правильно, той же тактикой пользуется Кёши Кадра, чтобы добить первую фазу босса. Дважды использовать предмет тухлое молоко. Стратегия как и здесь, так и на третьей стадии не меняется, так что пропускаем до маленького язычка. Подойдя к нему, начинается последний раунд. Раннер чисто всеми героями нажимает вариант Fight, так как на эту фазу хватит лишь один удар, и битва на этом заканчивается. Кат-сцену с выплевыванием героев и длительного диалога мы можем спокойно пропустить. На локации Хамфри были клавиши T и W. Однако раннеры не берут его там сразу, а забирают лишь только после победы над боссом. Спускаясь вниз, Кёши Кадра просто пользуется коротким путем и смывается туда, где находятся Мари и казино. За очередной буквой они спускаются в бассейн с призраками, где находится клавиша O. При этом остается найти всего лишь остальные 4, а затем покидают место. Пользуясь такси, раннер снова отправляет героев в глубокий колодец, а они оттуда в Плутон Space Line. Через этот сервис вновь телепортируется в лес светлячков. Однако Кёши Кадра снова обращается к Плутону и выбирает локацию Большой лес, обратно туда, где начался сон. Раннер отправляется в правую сторону, там, где есть высокая лестница, направляющая на уровень Pinwheel Forest или Великолепный лес. Это место считается одной из самых маленьких локаций в игре. Начинает пикник, попутно нажимая на кнопку Z, чтобы совершить Wrong Warp, пропуская текст бокса и направляя нажатием мышки уже к клавише C. Остается найти еще 3 кнопки. И спускает друзей вниз, направляя мышкой к Плутон Space Line для отправки на локацию Лес Светлячков. И так вновь возвращается в деревню Ростков, в зал, попутно делая текст-степпинг. Дальше у нас долгая кат-сцена, так что можем пропустить до нужного нам момента. Хиро отказывается жениться на душечке, которая ищет себе суженого. За это она зовет стражу отправить его и друзей в темницу. Остальную кат-сцену мы тоже пропускаем. Выходя из тюрьмы, осторожно заходит во вторую камеру, где есть потайной ход. В следующей зоне они встречают Мари, которая открывает им проход. Взаимодействуя с горшком, экран гаснет, а герои появляются уже на другом месте, скипнув шипы. Раннер интерактирует со статуей душечки и выбирает ответ «неважно», а после он идет в сторону замка. Зачем все он это делает? Во-первых, в замке ему нужно достать клавишу K, опять же с целью открыть финальный уровень в конце, а взаимодействие со статуей обязательно для того, чтобы все 4 охранника рассказали раннеру пароль, попутно скипая триггеры атаки памятников. После он подходит к статуе и правильно отвечает на все 4 вопроса, а затем раннер заходит вовнутрь. Герои поднимаются на этаж зала, и дальше начинается кат-сцена, которую Кёши Кадр благополучно пропускает. На этом месте они сталкиваются уже с самой душечкой, и сражение начинается. И здесь драка тоже ничем не примечательна, как обычно использование тухлого молока на босса, и битва на этом благополучно заканчивается. Эту длительную кат-сцену мы тоже пропускаем. Теперь начинается следующее, где игра намекает игроку подойти к дыре, а Мори и его друзья падают в пропасть. На локации библиотека он чисто спускается вниз и забирает клавишу L. Теперь осталась одна кнопка. После взаимодействия с щелью и начинается ролик с Безилом и напоминанием ключа для сундука с игрушками. Сами понимаете, что тут происходит, чтобы выйти из белого пространства. Пропустим этот момент. Снова возвращаемся к списку дел, а далее просто анимация и действие мытья посуды. Давайте это тоже быстренько перемотаем. Ну и разумеется принятие ванны, где Санин засыпает и окунается. Тоже пропускаем. Очередное сновидение, где впоследствии встречается с очередным боссом. На первом ходу атакует, а на втором использует способность успокоиться. На третьем та же атака, а на четвертом появляется скилл сопротивляться. Так он проделывает еще 2 раза, и битва на этом заканчивается. Затем раннер снова отправляет Сани в мир грез. На сей раз Амори временно оказывается один и направляется на север, где встречает Кела. Вновь борьба со страхом, и они уплывают вдаль, приплыв к колодцу, куда они и спускаются, поскольку там находится последняя клавиша, это буква М. Тем самым проход на финальную локацию, где находится дом Безила, открыт. Давайте пропустим мелочи и сразу перейдем к этому месту. И снова падение в пропасть. Далее у нас очередная прогулка, и мы видим Мари, вместо которой после появляется дверь в черное пространство. В этом месте раннер открывает остальные проходы в поисках других ключей. Это будет довольно долго, давайте перемотаем, пропустим эти мелочи и дойдем до нужного нам всем момента. Теперь стала доступна дверь с красным свечением, где словно по горам Скайрима раннер поднимается наверх, попутно забирая ключ и венок, а затем заходит в храм.
Очередная катсцена, которую мы перематываем, ибо здесь диалог и встреча Амори и Безила. Тут происходит встреча с незнакомцем, коим является силуэтом Безила, и начинается сражение с финальным боссом. В этой драке раннер использует атаку на все 5 ходов, которые нужны для победы. После последней битва на этом заканчивается. Здесь у нас долгая прогулка с небольшими паузами, а также встреча с Саней и Амори, в которой второй, судя по всему, берет верх над первым. Дальше мы спокойно пропускаем небольшую катсцену. Вновь оказываемся на том месте, где напали на игрока, и очередной диалог Безила. Дальше герои ведут путь наверх, где их ждут остальные друзья, спящие на своих кроватях. Амори засыпает, а Сани просыпается в своем реальном мире. Геймер выбирает пырнуть, и ран на этом заканчивается. Раннер Кёши Кадра достиг мирового рекорда по категории Any Percent под категорией No Save War по времени 2 часа 9 минут и 56 секунд, и по внутриигровому времени 2 часа 8 минут и 55 секунд. Видео с его раном опубликовано в Speedrun.com 30 января 2023 году. Поздравляем американского бегуна с достижением первого места по игре Амори. Однако, чем на самом деле должна закончиться история? Саня открыл дверь к Эллу и провел время с друзьями, а дальше он сразился с Амори и продолжил битву после поражения. Одержав окончательную победу и проснувшись, главный герой, лежа на кровати, со слезами на глазах осознает, что произошло с его сестрой, и в самом конце решил сказать друзьям, что ему нужно им кое-что рассказать. А теперь, ребята, перейдем непосредственно к объявлению. Прошу вас дослушать и досмотреть видео до самого конца. Взяв эту игру в целях разбора спидрана, я решился сам в нее поиграть, чтобы понять, что там происходит. Поэтому это заняло достаточно много времени и пришлось сделать другое видео. Однако, знаете, я нисколько не пожалел о том, что сыграл в Амори. Когда завершил игру на настоящую, хорошую концовку, мне после этого стало немного не по себе. Вы спросите, в каком смысле? Знаете, нет никого страшнее врага, чем ты сам, и чтобы преодолеть трудности, нужно прежде всего преодолеть самого себя, что и сделал наш герой. У меня были в какой-то степени некоторые сложности из-за того, что я больше не мог увидеть свою бабушку. Для меня это был большой удар, ибо даже вы привыкли видеть живого человека, который вам дорог. Прошло уже где-то больше 2,5 лет, однако я смог как-то преодолеть эту тяжелую утрату. Прекрасно понимая, что одного человека излечить, то есть себя, у меня получилось, однако, зная о множестве людей с психологическими проблемами, я посчитал, что помочь им – это хорошее дело. Я не предлагаю чьи-то услуги психолога за баснословные деньги. Нет. Я хочу сам предложить, то есть тем из вас, кто в этом нуждается, особенно в такое неспокойное время. И сколько же стоит моя услуга? Вы будете смеяться, но всего 10 рублей за одно ваше сообщение в Donation Alerts. Да, 10 рублей. Скажете, а почему так мало? Я не требователен, вот почему. Даже небольшой вклад может сделать разницу, и я буду благодарен за такую помощь. Спрашиваете, для чего я собираю деньги? Я отвечу вам только честно. Во-первых, хочу рассказать новость, возможно, вы уже это знаете не понаслышке. После достижения достаточного количества подписчиков и часов просмотров, конечно же только благодаря вам, я пытался подключиться к AdSense, но, как вы знаете, санкции, из-за чего мне просто обрубили возможность как-то финансировать мой канал. Во-вторых, почему и на что я собираю деньги? Прежде всего для улучшения контента, мотивации и, разумеется, для поддержки и помощи в вашу сторону в ответ. В первую очередь, конечно же, я бы хотел улучшить оборудование. А какое конкретно? Вы можете посмотреть по ссылке Donation Alerts в описании видео, где есть снизу сбор средств, нажав на него, увидите, на что конкретно идут деньги. Естественно, не все деньги пойдут только на канал или для себя. Вполне вероятно, что в будущем средства пойдут на что-то другое, скорее всего на кое-какой крупный проект. Поэтому, друзья мои, вы поможете моему каналу, а я вам в ответ. Даже если считаете, что у вас нет психологических проблем, вы можете поделиться со мной другими проблемами, которые я проанализирую и помогу решить. Чем больше ваших сообщений, тем быстрее я выпущу видео с ответами, но не позднее 2 недель или месяца. На все ваши сообщения я буду непосредственно отвечать отдельным видео на моей странице в Бусти, ссылка опять же в описании. Там вы сможете выслушать все мои ответы на ваши вопросы и проблемы, неважно, платный ли вы подписчик или нет. Доступ будет открыт для всех.
Да, кстати, вы тоже не забудьте отслеживать мою страницу в Бусти. Это также очень важно, особенно для тебя, мой дорогой подписчик. Кроме того, такое взаимодействие поможет мне укрепить отношения с вами, а также помочь вам же в поддержании хорошего настроения и решении тех или иных ваших проблем. Это все объявления, которые я хотел сообщить. И, конечно же, я выражаю вам глубокую признательность, что вы посмотрели это видео. Те, кто забыл подписаться, нажимаем подписаться, колокольчик, поделиться и ставим лайки, чтобы видео продвигалось на просторах Ютуба. И, пожалуйста, досмотрите ролик до конца. А с вами был Рэш. Не забывайте пробовать спидранить игры. До встречи и до следующего видео. Мир вам всем и благодать.